Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет такая тема прям очень неприятная. На самом деле я не сразу была готова вам рассказать эту новость, потому что очень сильно она меня задела. И сегодня, к сожалению, будут плохие новости. Эти новости про Зефирушку. Сразу могу сказать, это произошло не сегодня, просто я не могла об этом пока говорить спокойно и что-либо рассказывать. Зефирушка умерла. Я не знаю, как эти новости преподносить, это всегда тяжело. Единственное, что в этот раз, наверное, немножко облегчает, это то, что она не болела, с ней все было хорошо до самого последнего момента. Она просто уснула ночью, а утром она просто не проснулась. Я думаю, ни для кого здесь не новость, кто следил за появлением Зефирушки у меня с самого начала, что она была очень старенькая. Это было видно по зубам, это видно было по обследованиям, которые ей проводили. Ей же делали рентгены и УЗИ, и что и только не делали. Когда она, напомню историю Зефирушки, она попала ко мне чисто случайно и вообще изначально на время, просто я с ней не смогла расстаться, мне стало ее жалко. Ее кто-то либо выбросил, либо она убежала от охотников, то есть либо она была такое ощущение, что на притравке, и она оказалась просто брошенной, бродила по поселку, и люди ее начали подкармливать, а потом ближе к зиме стали искать ей дом. И получилось так, что они обратились в центр реабилитации Сирин, чтобы они забрали ее и нашли ей дом. Ну, то есть они ее забрали. Ну, а дальше там вы сможете отследить историю по видео. Она появилась у меня, потому что у Ксении не было теплых вольеров, а Зефира, она как бы не могла жить на улице. И было не факт, что ее примет стая енотов. Поэтому она оказалась у меня в начале времени, потому что я всегда говорила, что никогда не заведу енота. Вот, но Зефирка перевернула мой взгляд вообще на енотов, она поменяла мое отношение, и она вообще очень большую во всем этом роль сыграла. А для этого канала так вообще даже переименовался канал. Вот, и я знала изначально, что она старенькая, я знала, что этим все закончится, просто, наверное, всегда надеешься на лучшее, и хочется, чтобы она... Даже не хочу представлять, какая у нее была жизнь до меня, потому что у нее был сломан таз полностью, она не могла ходить. До появления у меня она не могла даже лазить, она потом только научилась лазить. И, к сожалению, вот эти травмы, которые у нее уже были, в основном, собственно, вот этот полный перелом таза со смещением, они сыграли свою роль, и на вскрытии это было видно. Было понятное дело, что умерла она, конечно же, от старости. Начались вот эти перепады у нас в городе температур. Я думаю, те люди, которые страдают гипертонией или гипотонией, они тоже очень сильно это ощущают. Ну и Зефирка в силу своего возраста, на фоне этого, видимо, у нее скакнуло давление и случился разрыв аневризмы. Как мне сказали после вскрытия, что там большую роль как раз сыграло то, что у нее был сломан таз, и там передавливало в некоторых местах. Но мы с этим делать ничего не могли, потому что это, чтобы... вы понимаете, что это заново сломать таз, а ее как бы страшно даже в наркоз вводить. Ну и понятное дело, что у нее были уже возрастные изменения органов, в принципе, с которыми, возможно, она бы еще могла жить. У нее была небольшая сердечная недостаточность, но это все как бы уже было последствием ее возраста, потому что было видно, что она старенькая, она практически не видела. Это тоже я часто на это обращала внимание, и вы замечали. Вот. Но это случилось, к сожалению. Я никогда не пожалею, что я взяла Зефирку к себе, несмотря на то, что она прожила очень маленькую со мной жизнь, но я надеюсь, что это время для нее было одно из самых счастливых, что ее никто никак не травил, не держал в клетке, что она жила в свое удовольствие, ей никто ничего не навязывал. И в целом я считаю, что я очень много сил к ней приложила, и она очень сильно изменилась. Даже если посмотреть фото, какой она была в самом начале, когда вообще ее нашли, и какой она стала. Это, конечно, просто небо и земля. И то, что я абсолютно человек, который был уверен, что у меня никогда не будет енотов, из-за Зефирки завела второго енота, который тоже вдохнул в нее прям новую жизнь, и вы сами видели, как она расцвела, как она стала себя по-другому вести, что ее прям можно было потом уже и потрогать, как у нее сменилось питание, у нее все поменялось, и какая она стала. В общем, все сложилось так, как, наверное, должно было сложиться, и, наверное, это было ожидаемо. Всегда для меня
в суть того, что я знала, что беру возрастного енота. Но это всегда неожиданно и всегда больно, особенно когда животное становится для тебя больше, чем животным, и ты вкладываешь в него очень много сил своих, в первую очередь моральных, там я не говорю про материальное обустройство и так далее, а хотя бы моральных сил очень много. Но так случилось. Этот ролик будет посвящен Зефирке. Я хочу, чтобы вы ее помнили всегда, чтобы вспоминались только приятные моменты, потому что она действительно была Зефирушкой, сладенькой девочкой, и не зря у нее было такое имя ей дано, Марии. Я думаю, ей там уже хорошо, и надеюсь, что та жизнь, которая у нее была со мной, тоже для нее была сладкой. Естественно, я отдала ее на индивидуальную кремацию, я в скором времени получу ее прах и, скорее всего, посажу дерево, чтобы она осталась. Скорее всего, так будет сделано с прахом всех животных весной. Я хочу, чтобы вы посмотрели ролик про нее, вспомнили. А что касается горушки, я могу сразу сказать, как бы там ни звучало это сейчас плохо или неплохо, непонятно кому-то, я горушке буду искать друга, енота, ну, не в разведении, а именно друга, как была для нее Зефирушкой. Это не то, чтобы я пытаюсь найти замену Зефирушки, нет. Просто Гора переживает эту потерю намного сильнее, чем мы ожидали, чем вообще кто-либо ожидал. Она вообще не выходит из комнаты, она не выходит ни на улицу, она не выходит ни в дом, ни за вкусняшки, ни за что. Я ее вытаскиваю, она забегает назад, она очень сильно горюет. И я даже звонила Асе, просила, и она приезжала к ней, смотрела. Но сейчас она потихонечку отходит, но, конечно, я буду искать ей друга. Конечно, я не буду покупать енот, я буду искать опять отказника. Я считаю, что и так много людей, кто хотят енотов, и они... У малышей енотов всегда больше шансов найти семью, чем у енота с проблемами отказником. Вот. Поэтому, естественно, я буду искать отказника, ей в друзья, надеюсь, найду, и они подружатся и создадут тут именно какой-то своей, чтобы будет повеселее вместе. И еноту там будет хорошо, который отказник со мной, и Горе будет повеселее, потому что, конечно, как переживает она все это, я не ожидала, что настолько. Но как бы я не пыталась ее развлекать и с ней сейчас много времени проводить, и сколько бы вкусняшек и не давала, у нее, к сожалению, прям очень сильный траур. Спасибо большое за внимание.